В темный и хмурый день мы видим Блейда, идущего по залу Академии с окровавленным мечом. Другие студенты пытаются противостоять ему, но он убивает их всех в одно мгновение. Он достигает Софи, и она говорит, что ей всегда было интересно, что произойдет, если она выступит против него. Она использует свою силу, чтобы остановить время и нанесет несколько одновременных атак, но когда время возобновляется, Блейд не ранен. Он хватает ее за шею, показывая, что он защитил себя, сделав свое тело твердым, как адамантий. Он вонзает свой меч ей в грудь, и она падает на землю. Но Блейд внезапно зовет короля, говоря, что он хочет выйти из иллюзии. На экране появляется король и говорит, что это не иллюзия, и показывает, что Блейд находится в виртуальном мире. Говоря, что она была создана отраслью магии, называемой наукой, он говорит, что в этом мире они способны сражаться изо всех сил, не причиняя никому вреда, так что это идеальное место для тренировок. Блейд считает, что это слишком реалистично, и он опасается, что люди могут перепутать, если они находятся в виртуальном мире, и напасть на людей в реальном мире. Король настраивает настройки и превращает мир в Кэндиленд. Он говорит Блейду, что это битва насмерть, и победитель получит возможность использовать виртуальную реальность, как они хотят. Мы видим, как Леонард атакует своим копьем, но Эрнест убивает его. Кажется, она в полной мере использует преимущество виртуального мира. Блейд ходит вокруг и видит, как Клей сражается с Джессикой, а Касим сражается с Клэр. Джессику отталкивают, и мальчики говорят им просто сдаться, потому что они никогда не проигрывали им в драке. Но девочки отказываются сдаваться, и Джессике удается уничтожить Касима, пока Клэр убивает Клея булавой. Эрнест приближается к ним, и кажется, что она гонится за Блейдом. Она бросается на него как псих, но Блейд быстро сдувает всех. Он просыпается, и король объявляет, что он последний выживший человек. Клэр и Джессика говорят, что они даже не смогли увидеть его нападение. А Эрнест размышляет о своем безумном поведении, но король смеется, называя ее забавной. Блейд начинает использовать машину виртуальной реальности. Король видит, как он добавляет в мир сильнейших монстров, и думает, что это будет тяжело даже для героя, но вместо этого он отправляет туда короля. Король в ужасе, сражаясь со всеми видами монстров. Блейд говорит помощнику короля продолжать оживлять его, если он умрет. Блейд наслаждается обедом, и мы видим, что Клей и Касим расстроены. Эрнест задается вопросом, что происходит, и Блейд рассказывает ей, как их избили девочки. Вероятно, они пренебрегли тренировками из-за своей уверенности. После обеда Блейд видит листовку о новом горячем источнике, и они находят Диону, копающую снаружи. Он приветствует их, и они все вместе принимают расслабляющую ванну. Блейд замечает, что Эрнест пропала, а Джессика думает, что от ней нравятся горячие источники. Но Эрнест появляется из-за камня и говорит, что она не фанатка горячих источников. Мы видим, что Клей и Казим все еще в депрессии, а девочки пытаются им сказать, что им просто повезло. Но это еще хуже. Клэр извиняется за победу, но это разрушает их эго, и они убегают в слезах. Ночью Блейд проверяет их двоих, но они думают, что он не поймет, так как он никогда не проигрывал. Они говорят, что влюблены в двух девушек, и именно поэтому им так плохо из-за проигрыша. Ку внезапно заявляет, что все, что им нужно сделать, это стать сильнее, потому что девушкам нравятся сильные парни, и она говорит, что Блейд может их обучить. Пока у девочек девичник, и Джессика задается вопросом, что им делать с Касимом и Клеем. Клэр предлагает устроить с ними бой, но остальные думают, что это только ухудшит ситуацию. Ку внезапно появляется и говорит, что парням нравятся сильные женщины, и она рассказывает, что они должны стать еще сильнее. Но, похоже, девочкам они не очень нравятся. Касим и Клей тренируются с Блейдом, и он заставляет их делать всевозможные сумасшедшие упражнения. Наступает следующий урок виртуальной реальности, и парни думают о том, чтобы признаться девушкам, если они выиграют. Они готовятся к матчу-реваншу, и Блейд говорит им начать. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Они начинают драться, и девушки бросаются на них. Но мы видим, что ребята научились использовать свою духовную энергию, и они отталкивают девочек назад. Блейд говорит, что он помог им, но, похоже, девочки тоже могут использовать после обучения у Эрнест. Клэр вырубает Касима своей булавой, пока Джессика замораживает Клея и добивает его молниеносно. После боя ребята благодарят их за то, что они не поддавались, и клянутся стать еще сильнее. Касим задается вопросом об молниеносной атаке Джессики, и она показывает, что выучила их благодаря Софи и Марии. Клей думает, что у них не было шансов, но Эрнест выходит вперед и говорит, что они тренируются с Блейдом. Она продолжает спрашивать их, почему им нужно быть сильнее, чем человек, который им нравится, говоря, что это нелепое требование, потому что она знает, что никогда не будет сильнее, чем Блейд. Позже девочки обнаруживают робота и задаются вопросом, что он там делает.
Внезапно он активируется, показывая изображение Блейда. Мы видим, как Блейд медитирует, когда Ку бросается на него, но его аура отталкивает ее. Она задается вопросом, что он делает, и Блейд говорит ей, что он копил силу, чтобы он мог использовать более 15% силы одновременно. В этот момент приходят девушки с роботом и говорят ему, что он его ищет. Но он внезапно мгновенно вытаскивает свой меч, уничтожая его своим навыком пожирателя драконов. Его меч ломается, и он говорит, что его медитация сработала, потому что он не исчерпал всю силу после использования навыка. Эрнест спрашивает его, почему он уничтожил робота, и Блейд говорит ей, что они должны уничтожать их, называя его стражем. Пока они разговаривают, робот сканирует тело Эрнест и выполняет обновление системы. На следующий день робот вернулся, но взяла на себя образ девушки, говоря, что она разработала эту форму, чтобы пробудить защитные инстинкты Блейда. Блейд спрашивает ее, кто она такая, но она готовится напасть на него, поэтому он наносит удар первым, в результате чего она врезается в стену. Эрнест избивает его за то, что он напал на девушку, но Блейд говорит ей не волноваться. Через некоторое время девушка выздоравливает, и Блейд хочет немедленно ее уничтожить, но Эрнест останавливает его, говоря, что девушка не опасна. Однако Блейд не уверен, зная, насколько опасными могут быть стражи. Девушка говорит, что ей дали приказ, чтобы уничтожить его, и в настоящее время она наблюдает за ним, чтобы собрать больше данных. Клэр спрашивает ее, хочет ли она присоединиться к их классу, называя ее Ионой, потому что она видит это имя у нее на груди, но девушка говорит, что на самом деле это ее идентификационный номер. Но Клэр настаивает на том, чтобы звать ее Иона. Иона не хочет присоединяться к их классу, но Клэр говорит ей, что они помогут ей придумать план, чтобы победить Блейда, и Иона соглашается работать с ними. Они обсуждают, как победить Блейда, а Клэр спрашивает Иону, почему она охотится за Блейдом, после чего мы узнали, что Блейд вошел в ее территорию, которую она охраняла, то есть в Королевскую библиотеку, где он узнал о Асмодее. Иона рассказывает, что Блейд уничтожал ее несколько раз, но Блейд говорит, что она всегда нападала на него первой, поэтому у него не было другого выбора, кроме как дать отпор. Девушки осудили поведение Блейда, поэтому он ушел. Софи следует за ним, и Блейд говорит ей, что он ворвался в библиотеку только из-за своих обязанностей в качестве героя. Мы узнали, что стражи хранят свои души в отдельном месте, чтобы они не умерли, если их тела будут уничтожены. Элиза думает, что Иона не сможет победить, потому что Блейд знает, что она не умрет, если он нападет на нее, поэтому Элиза объясняет, что если они поместят душу Ионы в ее тело, Блейд не решится напасть на нее, потому что она больше не неуязвима. На арене Блейд и Иона собираются сражаться, но она говорит ему, что больше не подключена к компьютеру своей матери, поэтому если она умрет, то не сможет возродиться. Она сбивает и спрашивает, что случилось. Блейд собирается использовать свой навык пожирателя драконов, но колеблется, зная, что она умрет, если он воспользуется им. Поэтому вместо этого он использует этот навык голыми руками, но это не оказывает на нее никакого эффекта, и она начинает избивать его, сбивая его и нанося удар, который разрушает область вокруг них. Блейд признал поражение, и все празднуют. Через некоторое время Иона объясняет, что она пыталась восстановить соединение с материнским компьютером, но он не принимает ее соединение, считая ее неисправным устройством. И она не чувствует себя в безопасности, потому что у нее нет хозяина. Она хочет, чтобы Блейд был ее хозяином, и говорит, что счетчик не остановится, если он откажется. Иона сообщает, что собирается самоуничтожиться. Все паникуют, и мы узнаем, что она взорвется через несколько дней, поэтому Блейд говорит ей, что он может быть ее хозяином. Иона становится служанкой Блейда, говоря, что будет подчиняться его приказам, но Софи расстраивается, потому что Иона ворует ее черты характера, поэтому они начинают соревноваться за внимание Блейда. У них соревнования, чтобы определить, кто будет способен лучше служить Блейду, и в тот вечер они смотрят, как Блейд спит. Иона рассказывает, что она всегда была одна и что Блейд был единственным человеком, который приходил к ней в гости. Софи тоже была одна, когда была в лаборатории, и говорила, что смогла оставаться на связи с миром только благодаря Блейду. Они поняли, что не такие уж разные, и начали понимать друг друга, делая Блейда счастливым. На следующий день Блейд приходит к Ионе, и мы узнаем, что она самоуничтожится через несколько часов. Она показывает, что служение Блейду только замедлило счетчик. Элиза предполагает, что это должно быть потому, что Блейд человек. Иона говорит им, что хочет провести с ними свои последние минуты, и они устраивают для нее вечеринку, а Софи говорит ей наслаждаться моментом. Они хорошо проводят время вместе, а после вечеринки Эрнест начинает искать Блейда, но его нигде нет.
Время Ионы подходит к концу, поэтому она уходит от других и защищает их барьером. Иона благодарит их за то, что они помогли ей насладиться ее последними моментами, говоря, что она сейчас понимает людей. Она говорит Эрнест, что боится, потому что не хочет, чтобы ее жизнь оборвалась. Она прощается с ними, но к их удивлению Иона не самоуничтожается. Поэтому они начинают задаваться вопросом, что происходит. В этот момент Блейд выскакивает из-под земли, и Эрнест спрашивает, почему он не пришел на вечеринку. Блейд рассказывает, что он пришел к материнскому компьютеру и умолял ее оставить Иону в живых. Его действия привели к восстановлению связи Ионы с материнским компьютером, поэтому она больше не будет самоуничтожиться. В Академии есть королевская битва, где каждый ученик использует свои силы, чтобы соревноваться, но Блейд побеждает всех. Леонард все еще не проиграл, поэтому все приветствуют его и говорят ему победить Блейда. Леонард атакует Блейда, который легко его побеждает. И остальные уходят, считая его мусором. В тот вечер Леонард думает о том, какой мощный Блейд, зная, что у него нет шансов. Но он думает, что он не понравится Эрнест, если он не победит. На следующий день он встречается с Марией, которая знает, что он хочет победить Блейда, поэтому она говорит ему, что она болеет за него. Леонард благодарит ее, говоря, что он победит любой ценой, потому что хочет, чтобы Эрнест признала его. В этот момент к ним присоединяется Элиза, зная, что они никогда не смогут победить Блейда, поэтому она предлагает им помочь, говоря, что придумает план для них. Леонард собирает друзей Блейда и спрашивает их, есть ли у них какие-либо предложения, как они могут его победить. Поэтому Джессика предлагает напасть на него, пока он спит. Эрнест называет это трусливой тактикой, но Элиза напоминает ей, что Блейд слишком силен, поэтому это не совсем честный бой. Элиза объясняет, что им нужно победить его любыми необходимыми средствами, но Эрнест говорит, что она хочет сразиться с ним в лоб, используя любое оружие, которое может дать ей преимущество. Они завершают встречу, и Эрнест сражается с Блейдом, используя копье Леонардо, но он легко побеждает, сломав копье. Джессика говорит, что пришло время попробовать ее метод, поэтому она пробирается в комнату Блейда, пока он спит, но Иона видит ее и прогоняет. Джессика задается вопросом, почему она напала на нее, потому что они должны были быть союзниками. Но Иона говорит ей, что это была автоматическая функция, остальные пытаются сразиться с ним, но ни у кого из них нет шансов, потому что Блейд слишком сильный. Эрнест даже пытается выиграть в игре камень-ножницы-бумага, но она продолжает проигрывать и в конечном итоге ломает себе запястье. У них еще одна встреча, на которой Эрнест говорит всем, что она хочет победить Блейда и заставить его признать поражение. Они помнят, как Иона победила его, когда она использовала свою жизнь в качестве заложницы. Поэтому они думают, что должны использовать заложников для достижения своей цели. Леонард кажется против этого плана, но Эрнест говорит ему, что они могут победить, и все решают согласиться с этим. В классе Блейд спрашивает Эрнеста о Леонарде и остальных. Она пытается притвориться тупой, а Джессика говорит ему, что они просто выполняют поручения. Клэр говорит ему не беспокоиться о них, когда в комнату входят трое мужчин в масках и говорят, что комната под их контролем. Эрнест называет их террористами, но Блейда это совершенно не беспокоит. Они берут в заложники доктора, приказывая студентам покинуть комнату. Блейд собирается уйти, но Эрнест останавливает его, говоря, что доктор в заложниках. Доктор кажется рад этому, зная, что вот-вот спасет ее, и девочки добровольно вызываются быть взятыми в заложники, желая, чтобы Блейд спас их. Они начинают спорить друг с другом, и доктор уходит, позволяя им занять ее место. Эрнест была выбрана заложником, но Блейд даже не знает, что такое заложник, поэтому он просит Ку объяснить это, но она говорит ему, что заложник – это еда, и это его просто сбивает с толку. Его спокойное поведение действует Эрнест на нервы, и она просит его спасти ее. Девочки говорят ему, что их нужно спасти, но Блейд все еще пытается понять, что происходит, думая, что террористы собираются оставить их в качестве еды. Они приказывают Блейду сдаться, но Блейд знает, что они его друзья, потому что он узнал их поведение. Они снимают маски. Когда Блейд спрашивает их, что они планируют делать с девочками, Касим говорит ему, что их оставят в качестве еды, говоря, что девочки сейчас принадлежат ему. Но Клэр избивает его. Леонард говорит Блейду сдаться, зная, что он слаб против заложников, но он говорит, что их план не сработает. Леонард берет Эрнест в заложники, а Клей спрашивает Блейда, собирается ли он сдаваться, но Блейд небрежно размахивает мечом, и мальчиков обезоруживают и раздевают. Все нападают на Блейда, но он легко побеждает их, задаваясь вопросом, что они делают. Мария говорит, что мальчики просто притворяются террористами, так что Блейд думает, что они играют в воображаемую игру, спрашивая их, вернутся ли они завтра, но кажется, с них достаточно. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.